Всем привет! С вами сегодня Денчик и его разношерстные кубики. И сегодня мы поговорим о поездах. В русскоязычном лего-сообществе очень часто ностальгируют по 90-м и временам 9-вольтовых поездов. Наверное, это частично связано с тем, что лего пришло на российский рынок как раз в 90-е годы, собственно, с появлением этого самого рынка и началом России как таковой. По моему субъективному взгляду, в Европе, например, больше ностальгируют по наборам 80-х годов. Там и электрика была поинтересней, да и бурное развитие лего, начавшееся во второй половине 70-х, уже давало свои плоды. Ролик про поезд из 80-го года у нас, кстати, уже был. И видео про наборы из серии Train из 90-х тоже были. Наборы дополнения, вокзал и Альпийский экспресс. Последние два ролика были довольно-таки давно, думаю, не все их могли видеть, так что ссылки в описании, загляните туда, как только этот ролик досмотрите. И в общем, хоть в эпоху 9 вольт мы уже заглядывали, но сейчас мы посмотрим на то, с чем лего залетела в эту самую новую эпоху электрики для поездов и с чем доползла к тому времени, когда весь паровозик лего чуть не сошел на насыпь истории. Предметом нашего сегодняшнего обзора будет метролайнер, набор под индексами 4558 и 10001. Да, набор имеет два индекса, так как издавался два раза, в 1991 году вместе с выходом новой линейки поездовой электрики и в 2001 году, во времена, когда компания LEGO чувствовала себя, мягко скажем, не очень. Отличия в редакциях набора, выпущенных под разными индексами, есть, но они столь несущественны, что будут интересны только борцам за чистоту Light Grey. Очень долго я думал, что у набора есть какой-то реальный прототип, но, судя по всему, хоть набор и не копийный, модель — это все же собирательный образ линейки некой реальной техники. Немного поискав, наткнулся на вот такие вот поезда метролайнер компании Amtrak, которые вполне могли быть прототипом. Компания эта американская, а мне всегда казалось, что метролайнер — это что-то европейское, а сочетание цветов на бортах продиктовано, например, французским или голландским флагом. Я заинтересовался этим набором довольно давно, но тогда еще я не был готов тратить все свои деньги на лего, и покупка набора целиком казалась мне делом не самым приемлемым. И в итоге я собрал этот набор по частям, что с учетом всех доставок и поиска редких деталей, особенно фигурок, вышло явно дороже. Даже до 2022 года было достаточно сложно найти все мелкие части и фигурки с доставкой в РФ за приемлемую цену. Последние детали я покупал уже после того, как Bricklink перестал работать в РФ. Часть деталей брал через друга в Америке, а часть через посредников в Европе. Иронично, что до набора я добрался тогда, когда уже почти 2 года я нахожусь там, где Bricklink доступен без особых проблем, да и доставка дешевле. Ну да ладно, это лирическое отступление, суть которого в том, что у меня бомж-лайнер, собранный из оригинальных деталей, но которые по факту единым набором не являются. Инструкция, неоригинальные наклейки и все, что нужно для моторизации, у меня имеется. Да, блок питания в комплекте не шел, нормальная практика для тех лет. В остальном по деталям в наборе все довольно жирно. 7 сотен с хвостиком деталей для тех лет — это много. Много как базовых деталей, так и деталей, созданных специально для поездов, например, токосъемники и детали кабин. Кстати, мне повезло, и нижние части кабин имеют оригинальные наклейки нужного мне набора. А вот верхние кабины имеют посторонние наклейки, и я решил их пока не трогать, вбиваются они не сильно. А набор 4559, к которому они относятся, может быть, еще когда-нибудь мне захочется собрать. Хоть наборы без блока питания, но некоторое количество электрики у нас лежит уже в комплекте. Это лампочка, один провод на 9 вольт и мотор. Ну и, само собой, рельсы, которые под этот мотор рассчитаны. Блок питания, регуляторы и специальные клеммы нужно было покупать отдельно, как я уже сказал. У меня и рельс, и всех нужных блоков с запасом. Хотя никто не запрещает подавать напряжение на рельсы с любого совместимого источника питания тех лет или с более новых, но уже через переходники. Кто знает, может вы хотите управлять ЖД-веткой через Mindstorms или, не дай бог, Control-центр. А в общем случае в базе с электрикой все просто. Подключаем, крутим и едем. Сам набор я собрал за вечер, часа так за 2-3. Это с учетом времени, потраченного на то, чтобы собрать новый 9-вольтовый провод, и по проводу нужной длины у себя в коробках я не нашел. Инструкция в меру сложная, как для той поры. Спасает то, что это поезд, и все изменения нужно отслеживать на узкой полоске подложки размером всего 6 студов. Впечатление от набора у меня странное. С одной стороны, ты собираешь ретро-набор, четко это понимаешь и ждешь каких-то необычных для себя моментов.
С другой стороны, как человек, собравший около десятка поездов из этого века, при этом часть из них и не по разу, могу сказать, что выглядит все очень знакомым. Поезда из 80-х, например, порой очень сильно пытались детализацию, но все-таки это были скорее кубики на рельсах. Уж слишком сильно бросались в глаза стандартные детали угловатых форм. Тут же мы видим появление большего числа специализированных деталей и большее внимание к внутреннему наполнению поезда. Да, и относительно стандартные детали тут применены в не самых обязательных местах, те же рифленые кубики. И да, кубики эти тоже появились в 91 году вместе с поездом. Понятно, что не специально для поезда они были сделаны, но тем не менее здесь их применили. Также, говоря про сходство с более современными поездами, могу сказать, что в данном поезде замиксована куча решений по дизайну внутреннего пространства. Тут у нас и кафетерий, и сидячие места, и рукомойник, и лежачие купе, и отсек для крупного багажа, и даже что-то вроде условной силовой установки. Про 2 рабочих места для машиниста, я думаю, и так понятно, они тут есть. Такого разнообразия внутренних пространств, да еще и с приятными мелочами в деталях, я пока не могу припомнить ни в одном пассажирском поезде. Если мы, конечно, не говорим про какой-нибудь коллекционный Хогвартс или Восточный экспресс. Да, оформление пространства может казаться бедным из дня сегодняшнего, но после вагонов в формате «есть 2 стула» тут явно виден тренд на общее улучшение обстановки. Кстати, тут есть второй вариант сборки. Показал бы я его вам в деле, если бы вспомнил про него до сборки основного поезда. Все-таки хочется держать собранной базовую модель. Зато меня никто не удержит от того, чтобы стянуть ради такого обзора вокзал с полки, но еще пару долгов из коробки можно докинуть. Цены на набор держатся высокие, и, наверное, тут можно поспорить со мной из начала ролика. Спрос на глобальном рынке ничуть не хуже, чем на топовые наборы из 80-х. Новый набор можно найти от $1200, а там уже в зависимости от сохранности упаковки, коробки и пломб. И до пары тысяч дойти может запросто. Был набор в более-менее хорошем состоянии, можно найти от 300, что уже несколько приятнее. Еще был набор дополнений именно под этот поезд, так называемый клубный вагон. Вагон, конечно, клевый, но вот цена на него, как и на многие дополнения тех лет, просто запредельная. У меня, некоторые полноценные поезда, которым не один десяток лет, стоят дешевле. Блоки питания и регуляторы стоят сравнительно немного, но первые тяжеленькие, а вторые объемные. В общем, сборка полноценного работающего набора – удовольствие, скажем так, не из дешевых. Но все равно, я думаю, что любой ценитель лего-поездов должен иметь этот набор в своей коллекции, ну или в крайнем случае найти, где на него вживую посмотреть. Поезд символизирует собой целую эпоху, эпоха, которая многими по праву считается золотой. Да, тут нет кучи продвинутой электрики из 80-х, но зато появилась куча специфичных деталей, особенно заметных в наборах товарников, например, и в дополнениях даже. Мини-фигурки стали разнообразнее, конструкция рельс по сравнению с 80-ми стала проще и надежнее. До сих пор многие взрослые любители поездов не признают современные рельсы и строят дороги на старых запасах темно-серых металлизированных рельс. Да и производство аналогов тоже живет, как ни странно. Особенно одаренные фанаты даже клеят металлизированный скотч или фольгу на современные пластиковые пути, чтобы сделать их совместимыми со старой тележкой. Мне, кстати, досталась тележка от обратно одаренных людей, кто-то переделал ее для работы с PF-электрикой. Понимаю, что лепили из того, что было, но посмотрите цену на PF и на 9-вольтовые телеги. Ну и, конечно же, линейка поездов той эпохи – это дополнение, как я и говорил, на что-то мы с вами уже смотрели, а что-то, как, например, краны или переезды, ждут своей очереди. А о чем-то я пока могу только мечтать, но, надеюсь, разживусь и дополнениями, и поездами, как минимум 45-65 в списке хотелок у меня лежит. На этом пора, наверное, заканчивать сей ролик. На поезд посмотрели, по кругу его погоняли, смежные темы обсудили. Надеюсь, Арсений собрал свой пиратский остров. Ставь лайк, если хз, кто это. Всем пока, до встречи. Вот напасть, извини. Извинить за что? Папочка учил нас не стесняться своих поездов, особенно на старых рельсах и все такое. Я вижу это. Твой отец дал тебе хороший совет. Он едет быстрее, если я поворачиваю эту ручку. Только вот мои светло-серые кубики потрепаны временем, и я не могу расположить их в удачном порядке. Мой отец тоже дал мне несколько советов по тому, как правильно работать с Лэндгреем. Я в этом шарю.
Сможешь показать? С превеликим удовольствием.